you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании iVipQ стоимостью примерно $150 в обычные дни, либо $106 прямо сейчас на AliExpress во время распродажи. И приходят они в довольно большой по габаритам коробке с приятным оформлением, где тут на лицевой части имеется логотип компании и было указано название этой модели Shanghai Plus. Ну а вот тут сзади уже имеется график частотной характеристики и были указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в них отвечает 3 динамических драйвера. Первый диаметром 10 мм, второй диаметром 8 мм и еще один на 6 мм. А чувствительность составляет 123 дБ и они получили сопротивление 11 Ом. Поэтому на раскачку эти наушники, конечно же, будут очень легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Ну и 2 набора силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно небольшие и были выполнены полностью из черной смолы с приятным, но абсолютно неброским оформлением лицевых панелей, где еще располагается надпись iVipQ на обоих наушниках. Но вот здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом с ним имеется единственное отверстие для компенсации, которое со своей задачей справляется на отлично, поэтому эффекта вакуума эти наушники не создают. Ну а звуковод у них был выполнен из металла, он имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, а еще он получил слегка выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а так как эти наушники получились довольно компактными по своим габаритам, да и форма у них анатомически была выполнена действительно удачно, то вопросов к удобству у меня здесь вообще никаких нет. И вот лично в моих ушах они сидят действительно очень хорошо, то есть без какого-то лишнего давления и без дискомфорта. И пользоваться ими даже в течение длительного времени мне было комфортно. Причем отдельно я могу похвалить их комплектный кабель, который оказался хорошего качества, он не путается, ощущается приятным в использовании и, что самое главное, в целом уже и так неплохо раскрывает потенциал этой модели прямо из коробки. Но все же вот с таким вот новым фиолетовым кабелем iVipQ Night Glow, который использует в своем составе 7N OCC, монокристаллическое серебро и золотое покрытие, эти наушники начинают звучать заметно детальнее, прозрачнее и чище. И подключив его, буквально сразу появляется ощущение более высокого уровня контроля. Бас становится глубже и телеснее, лучше ощущается его текстура, ну а сама подача в целом воспринимается более собранной, точной и техничной, с лучшей детализацией на высоких частотах. А вот подключив кабель iVipQ Poseidon Vane с использованием жидкого азота и монокристаллического серебра, я сразу заметил, что он смещает характер этих наушников в другую сторону. С ним звучание становится теплее, спокойнее и более гладким. При этом сцена ощущается немного просторнее, а сама подача более плавной и расслабленной, без какой-то лишней аналитичности. И по сути, друзья, тут все уже зависит от ваших вкусовых предпочтений. Либо вам нужно получить больше точности, прозрачности и контроля, либо вам нужна такая более мягкая, комфортная и расслабленная подача с воздушной сценой. В общем, просто выбирайте кабель на свой вкус. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников iVipQ Shanghai Plus. И первое, что мы здесь видим сразу, это достаточно уверенное усиление низких частот на 10 дБ с чуть ранним, но плавным переходом к области нижней середины, с легким ее ослаблением, что сразу делает вокал и инструменты более облегченными по восприятию. То есть это, друзья, точно будет не про плотную и телесную середину, а вот усиление в области верхней середины
середины здесь будет выполнена практически ровно на уровне моего таргета, лишь с небольшим, но умеренным подчеркиванием этой области, из-за чего эти наушники подают вокал насыщенно и прям с хорошей энергией, но без какого-либо лишнего утомления для слуха. По крайней мере, я мог спокойно добавить чуть больше громкости, чем обычно, в отличие от наушников, которые я обозревал пару дней назад. Хотя вот высокие частоты тут хоть и тоже и не бьют там каких-то рекордов, но они вполне стабильные и контролируемые, хотя и на мой слух затухают чуть раньше, чем мне бы хотелось. Тем не менее, друзья, звучат, к моему удивлению, они куда прозрачнее и воздушнее в этом диапазоне в сравнении с наушниками из предыдущего обзора, что несомненно, как по мне, огромный плюс. Ну, в общем, как вы понимаете, здесь мы имеем крайне понятный тюнинг с достаточно насыщенным и драйвовым звучанием. Ну а теперь давайте обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Ну и начнем, как всегда, с низких частот. И знаете, друзья, я уже давно заметил, что это первое, на что я сразу обращаю внимание при первом прослушивании наушников. И вот здесь я сразу отметил то, насколько бас у этих наушников в какой-то степени необычный. Он словно такой округлый, достаточно точный, но при этом вообще не басхедный. Хотя я бы даже сказал, совершенно не басхедный, несмотря на усиление низких частот на 10 дБ. И слушая, например, современную электронику или хип-хоп, я вообще не ощущаю какого-то избыточного давления. Но при этом прекрасно понимаю, что саббас здесь есть. Он достаточно уверенный, всегда хорошо читается, но при этом ни капли не раздутый. И точно не пытается постоянно перетянуть внимание на себя. Причем отмечу, что и мидбас ведет себя здесь примерно так же, поскольку он тоже не пытается как бы выйти на передний план и прямо с порога тебе заявить: смотри, дружище, какой я мощный. Нет, ребята, он здесь вообще такой спокойный, собранный, достаточно текстурный, с хорошим ощущением массы, плотности и приятной такой ударности, но опять же без какой-либо чрезмерной густоты или добавленной сюда пышности. И в итоге я по сути пришел к тому, что низкие частоты здесь воспринимаются очень цельно, как такой предельно стабильный, точный и хорошо контролируемый фундамент, без какой-то лишней жирности, без гудежа и без какого-либо навязчивого давления. И именно за счет этого такой бас ощущается довольно универсальным, поскольку он действительно отлично подходит под разные жанры. Но вот тем, кто любит прям массивный, гулкий и доминирующий низ, его, возможно, может немного не хватить. Но для всех остальных это очень такая комфортная, зрелая и отлично сбалансированная подача. Но средние частоты в этих наушниках, в отличие от баса, как будто заметно сильнее притягивают к себе внимание. И вот здесь я, друзья, сразу заметил то, насколько вокал подается близко. И он прям явно был выведен вперед, хорошо выделен в миксе и при этом обладает приятным таким насыщением и легкой теплотой в своей подаче. И при этом, что тоже важно будет отметить, вокал как мужской, так и женский звучит вполне естественно и достаточно достоверно в плане тембров. Да, возможно, это не уровень каких-то там действительно топовых и более дорогих АМ, где проработка и натуральность все же уже выходят на совершенно другой уровень. Но в рамках этой ценовой категории здесь все звучит очень понятно, знакомо и самое главное комфортно для слуха, без какой-то лишней резкости, без шероховатости и без какого-то ощущения искусственности. Единственное, что да, на мой слух прозрачности и воздуха здесь возможно не так много, как лично мне бы иногда хотелось бы. Но при этом сама середина словно постоянно притягивает к себе внимание немного другим, а именно своей насыщенностью, драйвом и общей энергетикой подачи. Причем это касается не только вокала, но и самих инструментов, у которых даже ощущается некоторая легкость и ясность подачи, без какой-то избыточной тяжеловесности, но при этом с реально приятным характером и хорошей такой слегка аналоговой музыкальностью. В общем, средние частоты здесь получились достаточно выразительные, эмоциональные и в хорошем смысле вовлекающие. Они действительно хорошо цепляют внимание, но при этом точно не перегружают ваш слух какой-то лишней напористостью, как уже у более энергичных АМ. Поэтому и вокал, и инструменты звучат здесь живо, комфортно и очень универсально под самые разные жанры.
Ну а высокие частоты получились достаточно детальными, слегка подчеркнутыми, но при этом точно не резкими и уж тем более не утомительными при длительном прослушивании. И вот что мне здесь сразу понравилось, это то, что у них есть хорошее ощущение скорости. Все атаки отрабатываются быстро, переходные процессы подаются довольно собрано и аккуратно, и без какой-то смазанности или рыхлости. И при этом здесь есть вполне нормальный уровень прозрачности и воздуха в звучании. Да, возможно, разрешение тут не рекордное, и мне бы все же хотелось услышать чуть больше каких-то разных тонкостей, микронюансов и еще больше получить ощущение вот этой открытости. Но давайте, друзья, честно, если учитывать общую крайне понятную концепцию этих наушников и особенно тот факт, что здесь вообще нету арматурных или каких-либо других излучателей, то вопросов у меня практически не возникает, потому что для динамических драйверов здесь все звучит очень знакомо, грамотно и вполне ожидаемо в хорошем смысле этого слова, без попытки искусственно подчеркнуть верх и добавить какой-либо там псевдодетальности и аналитики ради общей эффектности. Хотя отмечу, что с более техничными источниками на верхах появляется больше воздуха, лучше читаются мелкие акценты и в целом высокие частоты начинают восприниматься уже намного выразительнее и интереснее, сохраняя при этом свою комфортную и ненавязчивую манеру. Просто имейте это в виду. Ну и звуковая сцена, к моему удивлению, у этих наушников получилась даже довольно широкая. И вот это, друзья, я отметил практически сразу при первом прослушивании, потому что пространство здесь ощущается достаточно открытым и без какой-то зажатости или ощущения, что звук собирается исключительно внутри вашей головы. При этом с локализацией здесь тоже все вполне неплохо. Инструменты и вокал в пространстве распределяются понятно, без хаоса, и ты в целом хорошо считываешь их положение в миксе. Причем глубина для этой ценовой категории здесь тоже ощущается вполне уверенно. И за счет этого сцена точно не кажется какой-то плоской. Ну и в итоге получается такая очень приятная и комфортная звуковая сцена. Без каких-либо крайностей, без попытки искусственно раздуть ширину и глубину ради безумного вау-эффекта, но при этом с хорошим ощущением пространства, глубины и воздуха между инструментами. Поэтому слушать разные жанры в этих наушниках лично мне было действительно приятно, поскольку сцена не перегружает тебя какой-то лишней аналитичностью, но при этом дает вполне достаточное ощущение масштаба и объема записи с хорошей локализацией и прорисовкой планов. Ну и в итоге я пришел к тому, что iVipQ Shanghai Plus это динамические наушники с очень насыщенным, драйвовым и в хорошем смысле музыкальным звучанием, которое точно придется по вкусу тем, кто любит эмоциональную и энергичную подачу без перегибов в какую-либо сторону, где нету чрезмерно раздутого баса, нету резких или утомительных высоких частот, но при этом есть хороший баланс между плотностью, выразительной серединой и комфортной подачей. И именно за счет этого эти наушники воспринимаются крайне универсально. И если сейчас вам хочется получить насыщенное и при этом достаточно зрелое динамическое звучание с хорошей вовлеченностью и без какой-то лишней агрессии, то я думаю, что iVipQ Shanghai Plus точно заслуживают вашего внимания. Ну а ссылка на покупку этих наушников и кабелей для них будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был, как всегда, IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.